Глупость — это не про интеллект. Это не про количество книг. И даже не про образование. Глупость — это состояние, в котором человек отказывается думать о себе. Он не умеет сомневаться в себе, не умеет задавать вопросы внутрь. Он реагирует, но не рефлексирует. Карл Юнг говорил о таких людях, как об инертных участниках коллективного бессознательного. Они живут не своей волей, а программами, но искренне считают, что поступают правильно. Именно в этом глубинная опасность глупости. Она не знает, что она глупость. Она искренне уверена, что действует логично. Первый признак глупого мужчины — неосознанность, принятая как норма. Он не видит причинно-следственных связей между собой и происходящим. Он винит других. Власть. Женщин. Систему. Но не задает вопроса, что я делаю. Где мой выбор? Он живет как реакция, а не как субъект. И в этом его главная беда. Такие мужчины часто выглядят внешне успешно. Они могут быть жесткими, прямыми, мужиками с кулаком. Но внутри пуста тишина, закрытая броней. Юнг называл это интеллектуальной ленью. Когда человек мог бы задуматься, но не хочет. Потому что любая попытка заглянуть в себя вызывает тревогу. Глупый мужчина защищает свое мнение как крепость. Он не потому прав, что прав, а потому что не может быть неправым. Потому что признать ошибку значит разрушить хрупкое «я». Это не сила. Это испуг. Это не зрелость. Это застывший страх быть уязвимым. И он будет перекладывать ответственность всю жизнь. Если ему не везет, виновата жена. Если его уволили, виновата система. Если он одинок, виноваты все дуры вокруг. Он живет во внешнем мире, где все вокруг — угроза, конкуренция или вызов. Внутреннего мира у него нет, только рефлексы. Второй признак — проекционность мышления. Юнг писал, все, что вызывает у тебя сильную реакцию, это проекция. Глупый мужчина не знает этого. Он ненавидит тех, кто похож на него, осуждает то, чего боится в себе, и хочет контролировать то, с чем не может встретиться внутри. Он не умеет сказать «я завидую». Он говорит «они просто уроды». Он не может признать страх, он назовет его реализмом. Юнг подчеркивал, пока человек не осознал свою тень, он будет видеть ее в других. И глупый мужчина видит ее везде. Кроме себя. Третий признак — потребность во внешнем враге. Глупость питается страхом. И если у мужчины нет доступа к внутреннему анализу, он ищет врага снаружи. Им может быть начальник. Или женщина. Или сосед. Или целый народ. Важно не то, кто. Важно, чтобы была причина не смотреть в себя. Потому что если врага нет, приходится что-то понять. А это страшно. Глупость всегда боится тишины. Боится одиночества. Боится паузы. Потому что в тишине становится слышно, что внутри пусто. И нужно что-то делать с этим. Юнг не осуждал. Он понимал, глупость — это защита. Но он знал, если человек не начнет осознавать, он начнет разрушать. Глупый мужчина — это не шут. Это опасный элемент в коллективе, в семье, в государстве. Потому что он будет действовать из страха и считать это мужеством. Он не услышит жену. Он не услышит ребенка. Он не услышит страну. Он будет слышать только себя. Точнее, не себя, а то, что он считает собственным мнением. Хотя это просто набор установок. Такие мужчины часто собираются в группы. Они подтверждают друг другу правоту. Они чувствуют силу в количестве, а не в правде. Но Юнг говорил, истина приходит только в одиночестве. И глупый боится одиночества больше всего. Потому что в нем нет ответа. Только эхо. Юнг писал, когда человек не знает себя,
он управляет другими. Потому что это единственный способ почувствовать, что он существует. Глупый мужчина не умеет быть в равенстве. Он не может быть рядом, только над или под. Верх — доминирование. Низ — подчинение. И то, и другое — страх. Страх быть увиденным, разоблаченным, поставленным под сомнение. Поэтому он либо командует, либо исчезает. В отношениях он не живет, он строит конструкцию. Или он главный. Или он бедный несчастный. Равенство пугает его, потому что там нужно говорить от себя. Глупый мужчина не умеет рефлексировать. Он не спрашивает, почему ты обиделась. Он говорит, ты опять начинаешь. Он не слышит. Он интерпретирует. Любое замечание — это атака. Любая просьба — упрек. Он не может быть в диалоге. Он живет в войне. Даже если она не объявлена. Когда он любит, он контролирует. Когда он страдает, он обвиняет. Когда он теряет, он мстит. Внутри него нет пространства для других. Потому что он сам не вмещен в себя. Он не знает, что делать с эмоциями, ни своими, ни чужими. Если ему плохо, он кричит. Если ему страшно, он злится. Если ему стыдно, он уходит. И все это он называет мужским поведением. Но это не мужественность. Это психологическая безграмотность. Это реакция, а не зрелость. Юнг говорил, мужчина, не принявший свою аниму, не сможет быть в отношениях с женщиной, он будет воевать с ее отражением. Глупый мужчина не знает, что такое внутренняя женская часть. Он считает, что эмоции — слабость. Что диалог — уступка. Что мягкость — поражение. Именно поэтому он либо отталкивает любовь, либо разрушает ее изнутри. Потому что она требует глубины, которой у него нет. Во власти он опаснее. Потому что его решение — это проекция его страха. И чем выше он поднимается, тем больше ущерб. Он не лидер. Он компенсатор. Он не служит, он самоутверждается. Он не видит людей. Он видит угрозы. В любой критике он слышит подрыв авторитета. В любом предложении — сомнение в его власти. Он боится не поражения, а разоблачения внутренней пустоты. Он окружает себя теми, кто будет молчать. Он ненавидит тех, кто смотрит в глаза. Он боится тех, кто говорит без страха. Потому что его власть держится на хрупком фасаде силы. И как только появляется кто-то живой, все начинает дрожать. В коллективе глупый мужчина либо давит, либо тихо играет роль профессионала, не вступая в близость и не неся ответственности. Он не признает ошибок. Он либо молчит, либо обесценивает. А чаще всего обвиняет. Он живет в системе, где проигрыш — это смерть. Потому что его «я» не выдерживает трещин. Он не человек. Он образ. Именно поэтому он разрушает и себя, и отношения, и структуру. Потому что не может быть живым, не разрушая декорации. А без декораций он не знает, кто он. Глупость — не недостаток интеллекта. И не отсутствие знаний. Глупость — это отказ от восприятия. Это активное сопротивление пониманию. Это подавление чувств, отказ от рефлексии и постоянная слепота к себе. Юнг не называл таких людей слабоумными. Он говорил о них как о замкнутых структурах. Их мышление — не поток, а лабиринт без выхода. Они не ищут истины. Они защищают образ, в который сами когда-то поверили. Именно поэтому глупый мужчина — это не наивный мальчик. Это потенциально разрушающий взрослый. Потому что его мир жесткий, закрытый, без выхода. Он не умеет останавливаться. Он не знает, как задать себе вопрос. Он знает только, как реагировать. Такие мужчины опасны тем, что они становятся не просто отцами или начальниками. Они становятся носителями закрытого мышления. Это мышление воспроизводится.
Оно передается детям, коллективам, обществу. И формирует поколения, которые не умеют сомневаться. Глупость — это не шутка. Это сила, которая разрушает все, чего не понимает. И в этом ее угроза. Глупый мужчина считает чужую точку зрения атакой. Он не может разделять пространство. Он воспринимает мир как поле, которое нужно контролировать. Он не видит оттенков. Он живет в бинарном мышлении: или ты со мной, или ты против. И в этом мышлении не выживает ничто живое. Такие мужчины не умеют признавать ошибку. Потому что ошибка — это для них не опыт, а личная катастрофа. Юнг говорил, человек начинает развиваться тогда, когда может позволить себе быть неправым. Но для глупого это невозможно. Он не растет. Он укрепляется. Он не расширяет границы, он строит стены. И со временем эти стены изолируют его от реальности. В отношениях это приводит к катастрофам. Он либо подавляет партнершу, либо уходит в молчание, считая себя непонятым. Он не говорит «мне больно». Он говорит «ты испортила все». Он не просит, он обвиняет. И все, что ему незнакомо, вызывает агрессию. Не потому, что это угрожает, а потому, что он не умеет быть в незнании. Юнг считал, что глупость — это форма защиты. Но как любая защита, если она становится автоматической, она начинает атаковать. Чем больше глупый мужчина не встречается с собой, тем больше он сталкивается с собой, в других. Он обвиняет то, чего сам не может признать. Именно поэтому он осуждает чувствительность, боится свободы, ненавидит честность. Потому что все это — угроза его картине мира. И вместо того, чтобы услышать, он обесценивает. Он всегда знает лучше, но не знает глубже. Юнг писал, если ты не встретился с собой, ты будешь искать свою тень в лицах других. Глупость — это когда ты даже не подозреваешь, что в тебе есть тень. Можно ли это изменить? Да. Но только с согласия самого человека. Нельзя научить видеть, если человек отказывается открыть глаза. Изменение начинается с паузы. С момента, когда мужчина не отмахивается, а замирает перед вопросом. А вдруг я чего-то не вижу? А вдруг мой образ — не все, что я есть? А вдруг под гневом — страх? Это первые шаги. Это уже не глупость. Это пробуждение. И да, оно будет сопровождаться стыдом, сопротивлением, болью. Но это рост. А не защита. Юнг считал, что путь осознания — это путь не к свету, а сначала, в тень. Все начинается с признания «я не знаю». Это страшно. Но именно оттуда рождается сила. Потому что глубина всегда честнее силы. Глупость можно превзойти. Но только если ты больше не хочешь быть правым, а хочешь быть живым. И тогда, наконец, появляется шанс. Оказуемо деструктивным. Внутренний мир глупого мужчины — это карта мира без континентов. Там есть только он и все, что мешает. А все, что мешает, должно быть уничтожено, вытеснено, высмеяно или подавлено. Он смеется над психологией, потому что она требует разбирать себя. Он презирает эмоциональный интеллект, потому что он требует чувствовать. Он боится терапии, потому что она снимает маски. А без маски он никто. Без роли, без образа, без лжи он не знает, кто он. Он не учится, потому что считает, что уже знает все нужное. И если вы с ним не согласны, вы не просвещены. Он живет как будто в нулевых, ментально застыл и думает, что правда — это то, что он однажды придумал, сидя на кухне после 3-й рюмки. Он не задает вопросов. Он дает ответы. Но эти ответы — это обломки защитных реакций, а не истина. Глупый мужчина не строит внутреннюю архитектуру, он монтирует фасад, который не имеет глубины. Он не слышит себя, не слышит других, он слышит только свои привычные паттерны, которые крутятся в голове, как заевшая пластинка. Он ходит по кругу.
И каждый раз думает, что круг — это путь. Его рост — это фикция. Его сила — это гипертрофированный страх. Его гордость — это защита от самопознания. Он боится быть разоблаченным даже перед самим собой. Поэтому он не допускает саморефлексии. Он отказывается идти внутрь. И этим он превращает себя в тень мужчины, в фигуру, которая только внешне напоминает зрелость, но на самом деле является ее полным антиподом. Настоящий мужчина исследует себя. Он признает, что может ошибаться. Он принимает критику как зеркало, а не как угрозу. А глупый мужчина, он как слепой в темной комнате, который орет, чтобы все думали, будто он видит свет. Он громкий, потому что боится тишины. Он жесткий, потому что боится гибкости. Он не глуп по факту, он глуп по выбору, который делает снова и снова, избегать самопознания и верить в иллюзию непогрешимости.